Всем привет, меня зовут Марат Сутаев. Мы находимся в стрелковом комплексе «Гепард». Единственное место практически, которое в Москве открыто для стрельбы. И большое им спасибо за разрешение сделать здесь съемки. О чем бы хотелось поговорить в этом ролике? О тех новичках, которые первый раз приходят на стрельбу. Потому что приходят люди совершенно неподготовленные, и приходится очень тратить много времени, чтобы хотя бы объяснить им стойку и хват. Первое. 10%, ну это лично мое мнение, 10% удачного выстрела зависит от хвата, 10% зависит от стойки и 80% зависит от нажатия указательным пальцем на спуск. Хотелось бы показать небольшой урок, чтобы люди уже заранее приходили более подготовленные. Так, первое, по хвату. Если мы можем спокойно стрелять одной рукой, попадать, но всегда, если есть возможность использовать вторую руку, всегда ее используйте, потому что стрельба получится более быстрее и более точнее. Как же мы используем вторую руку? Берете пистолет в правую руку, если вы правша, естественно. Убираете большой палец, образуется свободное пространство. В это пространство надо вставить ладонь левой руки и зажимаете. Большой палец левой руки находится вдоль канала оси ствола. Для чего это нужно? Это нужно У нас есть три типа мишеней: ближние, средние и дальние. Для поражения ближней и средней мишени не нужно выцеливать ее, сводить мушку с целиком. Можно просто тыкнуть пальцем, и вы увидите, что вы гарантированно попадете в цель. Палец как направляющая будет срабатывать. Большой палец правой руки просто лежит, отдыхает на большом пальце левой руки. Ни в коем случае ни вот так, не сжимать, просто расслабленно. Хотелось бы отметить, примерно 15% держит правая рука пистолет, и все остальная нагрузка держит левая рука. Ни в коем случае сильно не пережимать. Все должно быть расслаблено. Пистолет не выпадет, не вылетит из рук. Многие просто насмотрелись роликов, где стреляют 50-м калибром, 45-м калибром, пистолет вылетает, попадает в лицо. Нет, этого ничего не произойдет. Патрон здесь маленький, 9,19, поэтому такой сильной отдачи нет. Полностью все расслаблено. Далее, здесь все понятно. Вся рукоятка должна быть зажата ладонью. Не должно быть вот так, не должно быть вот так. Ровно вся рукоятка. Чем больше ладони облекает рукоятку, тем меньше усилий надо для удержания пистолета при выстреле. Второе. В кисти должен быть полностью направлено, не должно быть градусов, не должно быть какого-то постоянной величины для всех. Максимально докуда отпускаете, направляете вот так. Максимально сгинаете, но комфортно сгибаете. Для чего это нужно? Для поражения мишени, для зачетного поражения картонной мишени нужно произвести 2 выстрела. И чтобы после первого выстрела, когда будет подброс оружия вправо-вверх, не выцеливать второй раз, мы просто делаем выстрел, подбрасывается оружие, возвращаем кисть на место и делаем второй выстрел. И пули попадут очень близко друг к другу. Ну, если мишень на расстоянии 10-15 метров. Не нужно будет долго сводить. Далее, если смотреть с этой стороны, указательный палец левой руки ложится не вот сюда, как многие ставят. Почему? Потому что он мешает указательному пальцу правой руки нажимать на спуск. Он ложится именно на костяшку среднего пальца. Теперь к самому главному. Нажатие на спуск должно быть
ровным. То есть центром центр первого фаланги указательного пальца, и именно вот так ровно, чтобы здесь была щель. Вот. Только тогда мы сможем нажать правильно и ровно на себя. Тяга пальца должна быть вдоль канала оси ствола. Вот так. Если мы нажимаем кривым пальцем вот таким, то происходит увод ствола. Или вправо. Если вложили палец глубоко внутрь, происходит увод влево. Поэтому только ровно. Вот. И так, хват мы изучили. Теперь по стойке. Стойка для стрельбы. Ноги изначально мы всегда базовые делаем. Ноги на ширине плеч. Плечи отпущены обязательно. Выносим пистолет. Самые главные ошибки. Вытягиваете в замок локти. Это неправильно. При выстреле вся будет отдача в вас. Вторая ошибка. Поднимайте плечи. Если вы поднимаете плечи, у вас срабатывают трапеции. Статически работают трапеции. И когда по физиологии, когда трапеции статически напряжены, все остальные мелкие мышцы, группы мышц расслабляются. И происходит дрожание вот такое вот пистолета. Вот так. Поэтому плечи расслабили и направляйте. Если вы говорите, что я не могу поднять пистолет, не отпустив плечи. То есть бывают люди, не поднимают, вот я, говорит, не могу отпустить. Самое легко научиться, берете магазин простой, поднимаете вверх. Во вторую руку берете магазин или спичечный коробок, поднимаете вверх. Все. И после этого вам вкладывает инструктор или кто-то в руки пистолет. Все. Также большая ошибка — наклон головы. Вы пытаетесь, вы поднимаете пистолет не так высоко, а потом начинаете головой искать мушку с целиком. Вы же, когда кушаете суп, вы же не зачерпываете ложку и ртом, не рот к ложке подвигаете, а ложку к рту. Поэтому с пистолетом то же самое. Смотрите прямо, глаза у нас овальные, и им легко смотреть не из-под лобья, а именно ровно прямо вперед. Смотрите на цель и поднимаете пистолет, выводите на линию, прицельную линию, создается прицельная картинка, и тогда начинаете стрельбу. Еще одна такой совет. Чуть-чуть во время стрельбы есть короткая мышца спины, которая надо чуть-чуть наклониться вперед, зажать короткую мышцу спины. Когда вы стоите прямо, мушка, корпус гуляет, потому что работает около 100 мышц для поддержания вертикального положения человека. Как только вы чуть зажимаете короткую мышцу спины, более стабильна цель. Пистолет уже не гуляет. Так, хват, стойка, нажатие на спуск сказано. Все. И самое важное, при нажатии никогда не нажимайте вот так. Нажатие должно быть спокойным. Здесь ни один мускул не должен дрогнуть. Все. Если ролик понравился, ставьте лайк, подписывайтесь и приезжайте в этот чудесный клуб Гепард.